Многие из вас любят виртуальную реальность, так как это новая технология и в целом довольно весело. По результатам опроса в сообществе канала я понял, что вы хотите очередную подборку игр, но уже VR. Поэтому для сегодняшнего видео я собрал 10 клевых игр виртуальной реальности этого 22 года. А это в свою очередь значит, что они уже вышли и вы сможете в них сыграть прямо сейчас. Видео будет интересно не только обладателям гарнитуры VR, но и тем, у кого ее нету. Усаживайтесь поудобнее и прожимайте лайк. Если кто-то кушает, приятного аппетита. Поехали! И открывает сегодняшний топ игра под названием Bone Lab. И я считаю, что это одна из лучших игр виртуальной реальности, в которую однозначно стоит сыграть. Этой игре подлежат такие жанры как экшен, шутер, песочница, логика и симулятор. Говоря о сюжете игры, то она про приговоренного к смерти изгоя. Он находит путь к скрытому подземному исследовательскому центру, где сталкивается с опасными врагами и ловушками. Одна из основных фишек игры — это возможность загружать собственные аватары и быть кем угодно. При этом в игре реалистичная физика, которая по заявлению разработчиков была полностью отполирована и настроена. Во время боя с противниками вы можете использовать разнообразное оружие дальнего и ближнего боя, а также экзотическое оружие. В общем говоря, в игре довольно большой арсенал инструментов для ликвидации противника. Играть вам предстоит на таких локациях, как арены, полосы препятствий, уровни тактических испытаний, естественно песочницы, экспериментальные режимы и собственные созданные вами уровни. Собирая предметы, аватары и подсказки в этих местах, вы сможете продвигаться по загадочной истории. Также говоря о графике, она довольно приятная и красочная. Вышла Bone Lab 29 сентября этого года. Однозначно рекомендую поиграть. Moss Book 2. Это одиночная приключенческая игра-головоломка, созданная специально для VR. Вторая часть этой франшизы Moss продолжает историю, начатую в первой игре. Первая часть была высоко оценена игроками и критиками по всему миру за оригинальный дизайн и безупречную визуальную составляющую с интересным геймплеем. Moss получила более 80 наград и номинаций. В этой новой части вам предстоит играть за юную героиню по имени Квилл, которая хочет положить конец безжалостному правлению мистиков и восстановить мир в Моссе. Вы будете исследовать глубины проклятого замка мистиков, где вас поджидают опасности, сложные головоломки и враги из огня и стали. Геймплей игры довольно интересный. Он сочетает геймпад и виртуальную реальность. С помощью специальной сферы вы можете проникнуть в мир игры, чтобы перемещать определенные объекты головоломки, лечить Квилл, управлять сознанием врагов и делать многое другое. Moss Book 2 по-прежнему не отличается разнообразием и врагов. В новой части было добавлено оружие и способности. Особая способность каждого оружия работает как дополнительная боевая механика и как механика головоломки. Например, вы получили оружие дальнего боя, которое, когда оно заряжено, можно бросить на большое расстояние и оно будет втыкаться в стены. При повторном нажатии кнопки атаки оружие полетит по прямой линии обратно к Квилл. С его помощью можно не только поразить несколько врагов подряд, но это также необходимо для решения многих головоломок игры. Если вы любите загадки и еще не играли в игры с подобным управлением, то естественно рекомендую к прохождению. Касательно платформ, то игра доступна к покупке на PlayStation 5, PlayStation 4, Oculus Quest 2 и ПК. Следующая игра в сегодняшнем списке называется Red Matter 2. Red Matter 2 — это приключение, действие которого происходит во время антиутопической холодной войны, события которой разворачиваются после первой части игры. В игре звучит история о том, как люди, попавшие в ловушку реальности, созданной их правителями, восстают против своей судьбы и борются за правое дело. Будучи подвергнутым психической атаке на вражеской базе, вы пробуждаетесь благодаря агенту, который был послан спасти вас. В тот самый момент, когда вы собираетесь бежать, вы перехватываете сигнал бедствия, принадлежащий старому другу. Вы решаете прийти ему на помощь и отправляетесь в путешествие в дальние уголки Солнечной системы, чтобы найти его. Вы столкнетесь с красной материей, только теперь еще более развязанной, чем когда-либо, а также в игровом мире теперь стало больше секретов. Вам предстоит решать разные головоломки, от экологических до физических. Логические головоломки решать придется с помощью своих инструментов. Мир Red Matter 2 полностью подлежит физике, и это круто. Передвигаться по локациям можно, используя свой реактивный ранец. Также в вашем арсенале есть свой собственный хакерский инструмент, который дает возможность получать доступ к терминалам, добывать информацию и расчищать себе путь. Без боев с врагами игра не обошлась, поэтому будьте начеку. Разработчики утверждают, что враги могут напасть в нежеланный для вас момент, даже тогда, когда вы уверены в том, что они не появятся. Изучать космические
космические локации вперемешку с множеством секретов и загадок просто круто. А сейчас мы двигаемся дальше в космос и подлетаем к космическому кораблю, где я расскажу про уже нашумевший проект под названием Among Us. Но не просто, а VR. Искать импостера теперь можно в шлеме виртуальной реальности. В версии для виртуальной реальности ничего не вырезано, что было привычно для вас в обычной игре. Все те же задания, саботаж, экстренное собрание, все это присутствует. Но кроме этого, в игру также добавили несколько небольших дополнительных функций, а именно, внутриигровой голосовой чат. Обычный чат также присутствует. Кроссплатформенность VR, вы можете играть с другими пользователями виртуальной реальности даже на других платформах VR и гарнитурах. Также вы можете настроить управление под себя и играть двумя руками или одной. Я сам люблю иногда позависать в Among Us с друзьями, а новая игра виртуальной реальности, что вышла 10 ноября этого года, обязательно должна быть в библиотеке у каждого обладателя этой гарнитуры. Rumble. Если в детстве или даже в нынешнем возрасте вы смотрели Анга, а именно аниме Аватар, то эта игра великолепно подойдет для погружения в мир боевых искусств с использованием стихий, а именно Земли. Rumble — это боевая игра, в которую вы играете своим телом, в прямом смысле. Двигаясь определенным образом, вы можете управлять и манипулировать камнями вокруг себя. Одни движения могут поднять камень с земли, а другие бросить его вперед. Для того, чтобы понять, как играть, в игре предусмотрена специальная тренировочная площадка, где вы можете отточить свои навыки боя. Стиль боя может быть какой угодно, такой, какой вы сами захотите. Комбинаций для победы и уничтожения противника дофига. В игре присутствует система матчмейкинга, где для вас подберут противника по званию и опыту. Побеждая в поединках, вы постоянно повышаете свой ранг. С каждым полученным рангом вы открываете все больше приемов, которые можно изучить и внедрить в свой боевой стиль. Кроме обычной арены, где вы сражаетесь в дуэли, в игре присутствует локация под названием Парк. В отличие от арены, там одновременно могут играть до 6 разных бойцов. Вы можете пригласить нескольких своих друзей присоединиться к вам в частную сессию или открыть публичную комнату для всех желающих. Данная игра является реально клевым симулятором боев для виртуальной реальности. При этом в ход идут не просто кулаки и оружие, а стихия земли, что чрезвычайно напоминает Аватара. Requisition VR. Любите мочить зомби? Уничтожать орду мертвецов, используя любые подручные объекты и созданное оружие? То эта игра идеально подходит под все, что сказано. Как пишет описание игры, цитирую: «Возьмите ближайшую лампу, найдите вилку». Да, вы правильно поняли. Используйте скотч и создайте кухонный шокер. Смертоносное оружие для борьбы как с монстрами, так и с людьми. Нам дают понять, что в игре возможен крафт чего угодно. Вы можете комбинировать объекты, что найдете, и создавать уникальное оружие для истребления монстров. Выбирайте из более чем 500 предметов, чтобы соединить их. Кастомизация персонажа также присутствует. Когда вы защищаетесь, вы можете защищать дома, в которых находитесь, баррикадируя окна, расставляя различные ловушки. Как и все другие сегодняшние игры из списка, Requisition VR имеет клевую физику, и я считаю, это довольно важный аспект в играх подобного жанра. В игре есть набор различных режимов, что дает вам возможность играть не только против зомби, но и против реальных игроков по всему миру или ваших друзей на различных картах. Есть 3 режима: режим истории, PvP и режим Орды, где нужно сражаться с волнами зомби. Говоря о мире игры, вы можете побывать в таких локациях, как заброшенная заправка, жуткие фермы, страшная хижина посреди леса и подземный бункер. Zenith The Last City. Сражайтесь, крафтите, исследуйте и путешествуйте в массовом многопользовательском мире, созданном для VR. Создавайте союзы и дружеские отношения в гильдиях и партиях. Участвуйте в эпических рейдах и мировых событиях, прокладывая свой собственный путь. Данная игра от разработчика Bramen VR имеет свои определенные фишки, и сейчас я расскажу какие. Довольно прикольная боевка, где задействовано холодное оружие в виде мечей и многого другого. Так как Zenith The Last City была создана как бесконечная вселенная с бесчисленным количеством игроков, вы можете сражаться с эпическими мировыми боссами, проникая в глубины захватывающих подземелий вместе с друзьями и большой компанией. Игра больше рассчитана на общение между людьми и босс-файты. Вы можете посетить уютные городишки на берегу океана и массивные горные вершины, что были заснежены. Мир действительно прикольный и выполнен в приятном стиле, чтобы просто расслабиться и тогда, когда захочешь, разиться против каких-нибудь монстров. Paradiddle. Если вы любите музыку, а в частности барабаны, то эта игра точно вам понравится. Paradiddle позволяет вам свободно оттачивать и испробовать свои навыки игры на ударных инструментах VR. Перетаскивайте из палитры столько барабанов, сколько захотите. Упорядочивайте и масштабируйте их с легкостью, чтобы создать настройку, которая подходит именно вам. Сохраняйте пользовательские наборы ударных инструментов и загружайте понравившиеся при каждом возвращении в игру. Paradiddle барабаны издают различные звуки в зависимости от множества факторов. Причем некоторые барабаны воспроизводят более 100 звуков только в зависимости от того, насколько сильно по ним ударили. Некоторые ударные инструменты, такие как тарелки, также воспроизводят различные звуки в зависимости от того, по какой части инструмента был нанесен удар. Вы можете записывать свои музыкальные произведения и делиться ими с другими участниками сообщества.
При воспроизведении песни Paradiddle использует визуальные подсказки, чтобы показать, когда каждый барабан должен ударить. Также есть зона обучения, где можно еще больше углубиться в тренировку. В общем, это довольно большой и насыщенный симулятор игры на барабанах. Здесь явно можно открыть свой творческий потенциал как вам угодно. Так что если вдруг у вас лежит душа к игре на этом инструменте, игра обязательно к покупке. На предпоследнем месте сегодняшнего топа я расположил очень приятную и спокойную игру для виртуальной реальности — Kayak VR Mirage. Эта игра с очень положительными отзывами, что вышла 12 июля этого года, является собой захватывающее путешествие по красивым и уникальным местам, созданным специально для виртуальной реальности. Маневрируйте полностью физически точным каяком вокруг контрольных точек, или воспользуйтесь режимом свободного перемещения и наслаждайтесь пейзажами игры. И это действительно так. В игре красивые и разнообразные места для исследования и гонок. При всем при этом вас окружает разное время суток и погодные условия. Разработчики создали полностью физически обоснованное плавание на байдарках, что заставит вас почувствовать себя по-настоящему на воде. Учитывая все это, в разных локациях и погодных условиях будет весело. И это будет еще то испытание для ваших скиллов в плавании на байдарке. Без косметических настроек тоже не обошлось. Вы можете настроить свой каяк, надеть на себя головной убор и многое другое. Один из пунктов описания игры меня прям заставил немного поржать. Но почему бы и нет? Прикрепив контроллеры к палке или креплению, вы можете превратить их в весло и вывести погружение в игру на новый уровень. Я себе это представляю. Сижу я в ванной или в тазике по центру комнаты в VR-шлеме. Два веника, на которых контроллеры со скотчем. И плыву. Шутки шутками, но вернемся к игре. В Kayak VR Mirage присутствует приятное музыкальное сопровождение, что подобрано под любую обстановку на экране или режим игры. Также стоит упомянуть, что в игре присутствует поддержка Fidelity FX и DLSS. Игра уже вышла и полностью играбельна. Ну что ж, друзья, закончим сегодняшний ролик на игре, которая выйдет в следующем 23 году. Peaky Blinders The King's Ransom. Это первая игра виртуальной реальности по мотивам эпической гангстер-драмы. Мы сможем встретиться лицом к лицу с известным криминальным боссом Томасом Шелби и его вспыльчивым братом. Вы будете ходить по мрачным улицам Бирмингема и Лондона, свободно исследуя известные места из сериала, уничтожая соперников и продвигаясь в мире игры. Во время прохождения, наполненном драматическими встречами, вы будете собирать коллекционные предметы и узнавать секретные истории. В игре будет возможность выбора, что делает ее еще интереснее. Увидим мы этот проект в следующем году. Ну а на этом, дорогие друзья, видео подходит к концу. Надеюсь, сегодняшний топ вам понравился. Жду предложений в комментариях о том, какую подборку вы хотите. Наша рубрика подборок только начинает набирать обороты. Не забудьте подписаться на канал, нас уже 12 тысяч человек, и мы уверенно движемся по нарастающей. Спасибо каждому из вас за поддержку в виде лайков и комментариев, и конечно же за присутствие на стримах, где мы проходим новинки игровой индустрии. Напоминаю, что все самые важные ссылки и инфа есть в описании под видео. До встречи, друзья, бай-бай!